Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Вот только что увидели, как 15 абсолютно новых домов в городе Куньмин, столице провинции Юньнань, очень крупный город, были снесены местными властями. Собственность обанкротившейся девелоперской компании не была нужна ни государству, ни, что самое главное, другим застройщикам. Никто не стал выкупать эту компанию, ее долги. Ну и решение было просто: снести эти дома, готовые квартиры, просто уничтожить их. О чем это говорит? Вот это видео очень ярко иллюстрирует ситуацию в девелоперском секторе Китая. Все мировые СМИ сейчас забиты этой ситуацией с крупнейшим в мире должником и в Китае, и в мире девелоперской компании Evergrande. Но ситуация касается не только ее, а она касается всей экономики Китая и, как следствие, экономики мира, ну и, естественно, российской экономики. На девелоперский сектор в Китае приходится 30% всего ВВП Китая. И ситуация эта не возникла вчера, и она не возникла, соответственно, месяц назад. На этом канале был ролик, специально посвященный преддефолтному состоянию китайской экономики, который находится в шаге от коллапса. Ролик назывался «Китайской экономике остался 1 месяц». Ролик был записан в конце июня этого года. Соответственно, прошел июль, настал август со всеми его кризисными показателями, явлениями, которые были отражены уже в сентябрьской статистике. Этот ролик касался того, что в Китае были зафиксированы целый ряд негативных показателей и трендов. Несколько месяцев подряд происходило сокращение производства и, самое главное, потребления автомобилей, смартфонов, телевизоров, другой бытовой техники. Ну и официальная версия заключалась в том, что не хватает полупроводников, микрочипов для производства. Однако реальность, которую мы высказали на этом канале, ну и подчеркну, что я был единственным экспертом, который сказал об этом, а все остальные эксперты либо не сказали ничего, либо пытались опровергнуть эту версию. Так вот, в этом ролике было сказано о том, что кризис в Китае, он связан не с нехваткой микрочипов, не связан с засухой на Тайване и с чем-то еще, а он связан с огромной долговой нагрузкой на частные домохозяйства, субъекты бизнеса, корпорации. Огромная долговая нагрузка очень сильно влияет на спрос. И реально падает спрос на товары первой необходимости, на автомобили, на смартфоны. От них отказываются в первую очередь. И это повторение той ситуации, которая была в январе 2020 года перед началом так называемых локдаунов, так называемой пандемии. Огромное давление долгов, закредитованность китайской экономики, которую заливали деньгами весь 2020-2021 год, в итоге вылилось в ситуацию снижения спроса. И снижение спроса, оно охватывает, естественно, все сферы жизни, ну и сферу недвижимости в том числе. Если мы видим статистику, посмотрим статистику по квартирам, по росту цен на жилье, то увидим, что за август рост цен на жилье в Китае, который обычно находится в пределах нескольких процентов, он составил в городах крупнейших, в городах первой линии, так называемых Пекин, Шанхай, Тиньцзинь, Гуанчжоу, всего доли процентов. То есть это практически нулевой рост. Деньги не приходят в девелоперский сектор, недвижимость не покупают, охлаждение сектора, охлаждение потребительского спроса, ну и как следствие неспособность привлечь новые кредиты, чтобы рефинансировать старые, или развиваться дальше девелоперскому сектору. И, внимание, этот сектор, на него приходится 30% всей китайской экономики. То есть нетрудно догадаться, что если он пойдет ко дну пойдет весь Китай. Давайте перед тем, как все это подробно обсуждать, что происходит в девелоперском секторе, будут ли власти спасать эту компанию Evergrande и другие компании, потому что это не единственная компания, как это отразится, соответственно, на китайской экономике, когда это отразится, что произойдет, соответственно, с мировым рынком, с российским рынком.
Все это будем сейчас обсуждать. Перед этим прошу вас подписаться на канал. Кто не подписался еще, поставить лайк, оставить свой комментарий, ну и сделать репост, соответственно, в той социальной сети, где вы сидите, Facebook, ВКонтакте, любая другая социальная сеть. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал, где мы эту ситуацию с Evergrande обсуждаем уже 1,5 месяца. Ну а ситуацию с недвижимостью, с кризисом в девелоперском секторе с июня и в целом уже общий коллапс китайской экономики и его проблемные сектора обсуждаем уже порядка 1,5 лет, если не больше. Что происходит сейчас с китайской компанией Evergrande? Ну, во-первых, надо знать, что это самый крупный должник в мире. Это не просто самый крупный китайский проблемный девелопер. Это самый большой долг в мире среди девелоперов. Это 305 миллиардов долларов обязательств. И это второе, то, что нужно знать. Это не единственная компания, которая находится сейчас прямо сегодня в зоне риска. Дефолту, скорее всего, подвергнутся сразу несколько компаний. Ну и совсем недавно, в понедельник, акции очень крупного известного китайского застройщика, все, кто живут в Китае, в Пекине, прекрасно его знают, Soho Chunghua, они были подвергнуты падению на 40%. То есть целых несколько девелоперов находятся в очень сложном состоянии. Мировые агентства, такие как Fitch, Standard & Poor's, Moody's, они понизили рейтинги Evergrande. Evergrande отказывается от своих обязательств. В понедельник очередной, возможно, последует отказ, очередной такой локальный дефолт по отдельным обязательствам. И, возможно, за ним последует очередное падение стоимости акций этой компании. Они уже потеряли 80% за этот год. Ну и, соответственно, за последние 2 недели порядка половины стоимости. Что происходит реально, будет ли дефолт этой компании? Думаю, что дефолт действительно будет, потому что буквально сегодня, вчера свои доли всю полностью продал крупнейший инвестор в эту компанию, ближайший знакомый и друг основателя компании, соответственно. И очень есть и другие обстоятельства, которые способствуют вот такому выводу, но они чуть позже. Как я уже говорил, значит, почти 30% китайской экономики это, соответственно, девелоперский сектор. Он находится в преддефолтном состоянии. Вытаскивать его, самое главное, государство не собирается. Это самое главное, что нужно знать. Ну, кто-то апеллирует к редактору китайской государственной газеты Global Times Ху Сидзину. Он прямо со страницы своей газеты обратился к Evergrande. Не думайте, что вы слишком большие, чтобы вам не дали упасть. То есть фактически предрек со своих страниц газеты это падение. Но дело не только в заявлениях Ху Сидзина и Global Times. Он делает подчас очень радикальные заявления, но тем не менее уже 10 июня китайский партийный глава Народного банка Китая Го Шуцин заявил о том, что китайский девелоперский сектор находится в зоне риска. Это прямой сигнал всем покупателям, инвесторам и так далее остановиться от избыточных вложений, от новых кредитных обязательств. Речь об этом уже шла 10 июня. Да? То есть чуть позже уже тот же Го Шуцин заявил о том, что девелоперский сектор самый проблемный с точки зрения кредитования. Именно на него приходится 39% сложных долгов, непогашенных суд, общий объем которых может составлять порядка 10 триллионов долларов. То есть это колоссальная величина. И самое главное, что в зеленую зону кредитования, то есть те девелоперы, которые без проблем могут привлекать заемные средства, входит только 5 девелоперов из 52 крупнейших китайских девелоперов. То есть порядка 47 крупнейших девелоперов в зоне риска. То есть в зоне риска порядка четверти китайской экономики. И проблема состоит в том, что в случае допущения дефолта компании Evergrande, она потянет за собой другие компании по принципу домино. Они все между собой связаны. Они связаны взаимными, так называемыми дефолтами. Они могут породить взаимные дефолты. И, как следствие, резкое падение акций одного застройщика, последует за ней паника в биржевой среде, попытаются сбывать акции компаний других девелоперов,
на этой панике попытаются сбывать акции крупнейших банков, которые кредитуют этих девелоперов, страховых компаний. Кстати, компания Пинань потеряла, крупнейший страховщик Китая, 5% сегодня просто на панике из-за того, что люди начали продавать эти активы. Они думают, что у Пинань тоже есть какие-то долги, какие-то обязательства, связывающие ее с этой компанией. Но эта ситуация, она не возникла вчера. То есть, собственно говоря, ролик в конце июня китайской экономики остался 1 месяц, где мы спрогнозировали вот этот преддефолтное состояние, развивался очень давно. Во-первых, уже в конце 2020 года, несмотря на то, что деньги ковидные выделялись в огромном количестве, уже дефолту по обязательствам подверглись 3 компании вполне хороших секторов. То есть это угольная компания, это производство автомобилей и один из производителей микрочипов. То есть вполне нормальные сектора, но тем не менее они уже объявили частичные дефолты по ряду обязательств. В феврале-марте этого года крупнейший, в прошлом самый богатый человек Китая, Ван Цзиньлин, все, кто живет в Китае, видели его отели, соответственно, Ванда, я даже жил там, очень хорошие отели, он перестал скупать землю под застройку в феврале этого года. То есть это очень мощный сигнал в отношении девелоперского сектора. То есть инсайдеры показали своим поведением, что сектор не жилец. Ну и сектору принадлежит 30%. И, конечно, спусковым крючком любого такого закредитованного сектора, конечно, является отсутствие спроса. Ну вот отсутствие спроса произошло в августе, в июле. Более заметно оно было в автомобильной промышленности, которая тоже является очень мощным индикатором. В смартфонах это тоже было заметно. Но вот теперь, соответственно, это охватило и девелоперский сектор. Что стоит ожидать в связи с этой ситуацией, да? То есть очевидно, что в сентябрь будет характеризоваться ростом пропорциональным проблем. Уже в октябре-ноябре этот рост он может вылиться в победу одного из решений по спасению китайской экономики. И уже будут происходить определенные геополитические изменения в том числе, потому что экономика, она является основанием для других политических решений, и в том числе во внешней политике. О чем идет речь? 1,5 года назад, вообще, собственно говоря, на этом канале очень много роликов о разных проблемных вопросах, проблемных секторах китайской экономики. Один из них тоже касается возможного дефолта китайской экономики. Кажется, он был снят в марте. Мы поставим ссылку на этот ролик. Соответственно, о чем шла речь на одном из семинаров, который был снят в марте-апреле, кажется, 2020 года. Ситуация с тех пор не поменялась. Народный банк Китая, он, конечно, очень мощный. У него очень много резервов и возможностей спасать те или иные сектора. Но если допущен будет дефолт в одном из секторов, автоматически за ним последует паника среди населения и попытка вытащить средства, выйти в кэш из биржи. Биржа китайская — это не российская биржа, хотя уже начинает напоминать. Там присутствует до 100 миллионов трейдеров, то есть фактически весь средний класс Китая держит деньги в бирже. Соответственно, дефолт в одном из секторов, последует за ним реакция населения, попытка вытащить деньги, выйти в кэш. В кэше в китайском никто не будет хранить эти деньги. Соответственно, последует валютный скачок, попытка скупать валюту. И перед Народным банком Китая встает в полный рост тройная проблема. Первое, значит, использовать средства резервные для того, чтобы спасать секторально китайскую промышленность. Например, выкупать долги какого-нибудь Evergrande, а он будет не один, их будет 47, как мы уже понимаем. Второе, одновременно проблемы перед скупкой этих долгов, одновременно, параллельно с ними, китайский банк будет тратить на то, чтобы поддержать биржу. В китайской бирже 5 триллионов долларов. Да? То есть это второй огромный проблемный сектор китайской экономики. И третий проблемный сектор – это скачок валютный. Люди попытаются бежать в доллар, это вызовет, соответственно, огромный рост стоимости, соответственно, юаня, такая определенная девальвация юаня, и чтобы свои обязательства перед Соединенными Штатами в том числе сдержать, Народный банк Китая будет вынужден тратить деньги на валютные интервенции.
То есть он будет спасать три сектора китайской экономики одновременно. Народного банка Китая, по заявлению того же Го Шуцина, нет возможности проводить дальнейшую такую политику количественного смягчения, то есть печатать деньги, чтобы закрывать третьи дыры. Это все кончится гигантской инфляцией, гиперинфляцией в Китае, которая будет уже способствовать дестабилизации социально-политической обстановки в самом Китае. Таким образом, к ноябрю должна победить одна из лоббистских групп в Китае, которая должна решить, какие сектора будут спасать. Естественно, сколько роликов снято, кто смотрит подробно, кто читает Telegram, кто читал мою книгу, понимает, что такое экономическая политика Си Цзиньпина. Этому посвящена целая глава в книге «Китайская власть». Си Цзиньпин очень мало говорит об экономике, хотя мы сделали его экономический портрет. Единственное, скорее всего, то, что он говорил как в виде целого проекта, это реформа предложения. Что это такое в двух словах? Это очень просто. Реформа предложения – это ограничение девелоперского сектора. И, как следствие, ограничение спекулятивного капитала, приток спекулятивного капитала на биржу, образование финансовых пузырей и, соответственно, их обвал. Вот о чем говорит Си Цзиньпин. В политическом плане за девелоперским сектором стоят комсомольская группа, проамериканская группа китайского комсомола, молодежной лиги китайской коммунистической, которая представлена сейчас всем составом правительства. То есть, как это выражается, это тоже из книги физически. В 2008 году, когда грянул мировой экономический кризис, его второй этап после 2001 года, после кризиса доткомов, соответственно, китайские власти направили $800 миллиардов, тогда это был Вэн Цзябао, в так называемое спасение китайской экономики. И первым пунктом этого спасения было наращивание так называемого внутреннего спроса. А как он был наращивался? Первый пункт наращивания спроса – это еще больше домов, еще больше жилья, которое сейчас взрывает Си Цзиньпин. И Си Цзиньпин предложил, соответственно, ограничение этого спроса. Все это многократно мной описано и в Телеграме, и в книге, и в первой, и во второй, соответственно, и в видео многочисленных. Си Цзиньпин настаивал на ограничении этого безудержного жилищного строительства. И в конце концов, после очень мощной чистки 2020 года, когда фактически прошла вторая масштабная чистка, Си Цзиньпин приступил к внедрению своих решений в практическую плоскость. Спустя 5 лет после опубликования своего проекта реформы предложения. В чем это выразилось? Это выразилось в очень простом решении. Вместо кредитования органа кредитующего, перераспределяющего средства от банков коммерческих в местным девелоперам, кстати, Evergrande это тоже местный девелопер, ему средства перечисляло, если быть совсем точным, Народное правительство провинции Гуандун. Так вот, между ними поставили совершенно иной орган контроля, место коммерческого банка, деньги на, соответственно, кредитование, на проекты местных провинций, на местных правительств стал распределять налоговый орган. И налоговый орган, он лицо не заинтересованное, он перестал это массовое кредитование делать. То есть и весь девелоперский сектор встал перед угрозой дефолтов. То есть мы понимаем, что с одной стороны само население не испытывает большого желания покупать эти квартиры. Все понимают, что, во-первых, это закредитованное, само население закредитовано, у него нет средств, все понимают, что Китай находится в сложном состоянии. Причем сами китайцы понимают это очень хорошо, в отличие от наших экспертов, которые этого не понимают. И, с другой стороны, само государство идет на сознательное кровопускание, как и в сфере IT-гигантов, так и в сфере девелоперского сектора. То есть, если мы сейчас себе зададим вопрос, у нас сейчас аналитики поделились на два больших лагеря. Они считают, что Китай не даст Evergrande упасть. И есть те, кто считает, что более сдержанную позицию выражают, они говорят, что мы просто не знаем, что будет. Так вот, Evergrande будет уничтожен, потому что это государственная политика Си Цзиньпина. Это его не каприз, это не частный случай,
а это целиком системная политика в отношении девелоперского сектора, в отношении его политического лобби, комсомольского политического лобби, ну и, соответственно, его, кормовой базы. Она уничтожается. Решение будет принято. Все это понимают. Хотя на уровне провинции идет какие-то консультации о спасении. Все будет по-китайски, без шума. То есть, да, будет принят какой-то план спасения. В первую очередь он коснется 1,5 миллиона дольщиков, хотел сказать, обманутых, но их никто не обманывал. Соответственно, он будет касаться 1,5 миллиона объектов недвижимости, скорее всего, это порядка 1,5 миллиона человек. Немалая цифра людей, я бы сказал. И спасение ряда банков, которые присягнут на верность новому экономическому строю или новой эпохи социализма с китайской спецификой. Значит, это будет так. Остальные сектора и те связанные неугодные компании, они не будут спасаться. То есть это будет реально утопление Эвергранда. И Эвергранду посылали сигнал очень давно, в течение 1,5 лет. Он их не понимал и делал вид, что не понимает. Продолжал свою политику. И только в августе он направил, соответственно, письмо, от которого он сейчас открещивается, в правительство Гуандуна, сообщил о своей печальной ситуации, что его не перекредитовывают. Правительство Гуандуна никак не отреагировало, как и в случае с Сохо. Просто регулятор ничего не сказал. И уже в августе-сентябре началась паника. Evergrande начал продавать активы. Это не только девелопер, это по азиатской традиции все сразу. Он владеет также футбольным клубом под названием Гуанчжоу Evergrande Таобао футбольный клуб. Почти как если бы у нас был бы футбольный клуб ЮКОС Евросеть. Вот. Он владеет компанией по производству электромобилей, воды и так далее. Вот эти активы выставлены на продажу. Но проблема в том, что сделка по их продаже и перечислению средств, она занимает время. И это произойдет только в следующем году. А в этом году уже будет дефолт. Само по себе обязательства нынешние, оно очень такие небольшие. Всего $700 миллионов до конца года. Ну и до конца 2022 года. Порядка $2 миллиардов. То есть, и общий вот такой долг, который надо срочно выплачивать, это $7,5 миллиардов. То есть, вроде бы небольшие деньги, но никто их не дает Evergrande. Такова ситуация. И как я в начале ролика сказал, очень важный показатель — это то, что от акций избавился крупнейший инвестор, второй по величине инвестор в Evergrande. Об этом пишет китайская пресса. Он избавился от этих акций. Это значит, что все, компания идет ко дну. И в понедельник мы будем наблюдать уже не просто ситуацию Evergrande, а эффект домино. Конечно, он будет развиваться постепенно. Китайские власти декларативно будут способствовать разрешению этого кризиса. Но идет очень серьезная игра, очень рисковая игра. И мы будем наблюдать, как все это будет выливаться в реальную ситуацию, которая на самом деле, если быть честным, очень трудно прогнозируемая. Кроме того, что будет плохо. Это понятно, непонятно будет, насколько плохо. Потому что я обозначил, что у Народного банка Китая не так много возможностей затыкать сразу несколько проблемных вопросов, особенно в отсутствии монетарной накачки. То есть мы возвращаемся к ситуации начала 2020 года. Но ситуация от начала 2020 года отличается тем, что дополнительная накачка средств, она приведет к гиперинфляции. И мы понимаем, что если еще и будет конфронтация с Соединенными Штатами, то Китай лишится еще и внешнего притока средств. Это будет второй удар, это уже будет удар на повал для Китая. В общем, ситуация достаточно сложная. Чтобы понимать, насколько сложная китайская ситуация в китайской экономике, надо сравнить просто две цифры. То есть первая цифра — это $800 миллиардов, которые выделил Китай только в 2008 году на спасение экономики. На самом деле все пошли в девелоперский сектор. Тайна пустых городов раскрыта. Об этом написано в книге, кстати, между прочим. Во внутренней Монголии очень много пустых городов. Провинция Ляонин, там, где работали нынешние комсомольские лидеры в правительстве КНР.
В отличие от 2008 года, в 2020 году по официальным данным только кредитных средств выделили 3 триллиона долларов. Это примерно в 3-4 раза больше, чем в 2008 году. Но кроме этих кредитных средств были также меры фискальной поддержки, ковидные субсидии и так далее. На самом деле, я думаю, что речь идет о 6 триллионах долларов. Это порядка 30% китайской экономики. Именно на такую величину, как мне кажется, упала китайская экономика в первом квартале 2020 года, а не на 6,7%, как говорил Госстат. То есть упала на 30%, ее спасли на 30%. Второй раз уже нет возможности спасти без негативного эффекта количественного смягчения, то есть бесконтрольного роста инфляции. Инфляция – это уже очень проблемно для Китая, где, в отличие от той же Японии, большинство людей все-таки не составляют средний класс, крайне нестабильная социально-политическая обстановка. Вначале это будет сопровождаться разными кризисами обманутых дольщиков, экологическими протестами, прочими другими экономическими протестами, но потом они будут подхвачены определенными политическими силами, и произойдет то, о чем я говорил с начала 2020 года, что Китай по уровню внутриполитической борьбы и социальному напряжению находится в состоянии Тяньаньмэнь-2. Да, от этих слов я не отказываюсь, все так и есть. Реально количество рабочих споров, это в книге очень подробно написано, растет по экспоненте. Несколько сот рабочих конфликтов с властями, с профсоюзами и так далее происходит по стране. К ним добавится ситуация с студенческой безработицей и так далее. То есть предположить, что ситуация будет... кстати, Тяньаньмэнь тоже началась. Протесты не просто так. Инфляция бушевала. Юань был девальвирован и так далее. То есть происходили аналогичные процессы, которые происходят сегодня. Что касается непосредственно России, да, здесь формируются два таких тренда. Один краткосрочный, другой долгосрочный. Значит, очевидно, что любое падение биржи, любой кризис в Китае, во-первых, он может спровоцировать мировой кризис. Под этим воздействием кризиса в Китае, например, ФРС может принять какие-нибудь решения, может очень сильно скорректироваться американская биржа, очень сильно упасть китайские акции, они очень большую долю на Нью-Йоркской бирже занимают, за ним может последовать общий обвал мировой. И непосредственно кризис девелоперов, кризис в Китае строительного сектора, он, естественно, вызовет падение цен на сырье, на металлы, на нефть и так далее. Поскольку Россия является очень большим нефтеэкспортером, то возможен очень короткий шок падения цен на нефть. Сколько будет зависеть от падения китайских фондовых рынков. И он будет не сразу, то есть он будет происходить с лагом 1 квартал, 4 месяца, как это было в 2015-2016 году, когда за 2015 год полгода падала китайская биржа, а у нас нефть упала до 16-20 долларов к началу 2016 года. То же самое может произойти сейчас. Краткосрочный эффект будет более масштабным, потому что мы больше нефти и газа поставляем в Китай. Но долгосрочный эффект от того, что комсомольское, соответственно, лобби и девелоперский сектор просядет, Си Цзиньпин выиграет, конечно, он неоценим. Увеличатся поставки газа, нефти и всего остального, продуктов питания, возможно, разморозят замороженную рыбу. То есть такие эффекты тоже могут произойти. Но трудно спрогнозировать, как военно-политическая группа Си Цзиньпина будет себя вести, как она будет спасаться от такого объема протестов. Потому что те эксперты, которые говорят о том, что Evergrande, его падение, оно приведет к социально-политической дестабилизации, они недалеки от истины. И здесь вариант, конечно, произвести патриотический акт воссоединения с Тайванем. Именно с этим связано международное напряжение вокруг тайваньской темы. Эта ситуация может произойти, потому что недовольство будет значительное. Только на один Evergrande приходится 1,5 миллиона потенциально обманутых дольщиков, которые не получат свои квартиры. Это очень большое количество людей, даже для Китая, где население 1,5 миллиарда, 1,410 миллионов. Что вы думаете по этому поводу?
расскажите в комментариях, возможно ли хоть какие-то проблески надежды, что Evergrande спасут, и у Китая есть какие-то скрытые резервы для того, чтобы выдержать вот такой дефолт. Пишите свои комментарии, поставьте лайк. Если это видео соберет 10 тысяч лайков, я сниму продолжение про китайский девелоперский сектор. Постараюсь найти гораздо больше информации про Сю Цзяина, который основал эту компанию, почему-то в Гуандуне, хотя есть выходец из провинции Хэнань, очень важный для китайского комсомола и представляет бизнес-круги провинции Хэнань в провинции Гуандун. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, репостите это видео в ваших социальных сетях. Спасибо.